Всем привет! Сегодня я покажу, как установить и настроить VLS на роутере с OpenWRT, как сделать базовую настройку OpenWRT. Мы начнем с чистой установки и подготовим роутер для работы с VLS, как установить Passwall на OpenWRT. Это необходимый пакет для подключения к VLS и гибкой настройки маршрутизации. Как настроить VLS для защищенного соединения. Покажу, как все настроить для стабильной и безопасной работы, и как сделать точечный роутинг, то есть настроим маршрутизацию для конкретных устройств, сервисов или типов трафика. А еще мы проверим скорость подключения и увидим, как это работает в реальных условиях. Заходим в админку роутера, я демонстрирую процесс на примере чистой установки OpenWRT. Роутер подключен через Ethernet кабель к компьютеру, так как Wi-Fi пока не настроен. При первом входе пароль нам не понадобится, просто жмем логин. Переходим сразу в настройку пароля, вводим пароль и подтверждаем его. Обязательно нажимаем Save. Переходим в настройки интерфейсов. Сначала настраиваем IP-адрес роутера. Я выберу такой адрес. Новый IP нужен, чтобы избежать конфликтов в сети, так как дефолтный адрес может пересекаться с другими устройствами. Ждем перезагрузки сети. Сейчас необходимо зайти в админку роутера по новому IP-адресу, который мы устанавливали ранее. Вводим пароль. Переходим к беспроводным сетям. Редактируем первую сеть на 2,4 ГГц. Меняем имя сети. Переходим на вкладку «Безопасность». Устанавливаем шифрование. Устанавливаем пароль на сеть. Устанавливаем ширину канала на 40 МГц и включаем автоматический выбор канала. Затем нажимаем Save. Аналогично настраиваем сеть 5 ГГц. Задаем имя сети, шифрование и пароль. Нажимаем Save and Apply. Ждем применения настроек. Теперь запускаем первую сеть. И запускаем вторую сеть. Готово. Теперь мы можем подключаться к роутеру по Wi-Fi. Итак, перейдем к установке Passwall. Переходим в данный репозиторий на GitHub. Это инструмент для настройки прокси-серверов и маршрутизации трафика, позволяющий создавать защищенные соединения. Здесь написаны системные требования для роутера. Для роутеров на 128 МБ RAM необходимо откатиться на OpenWRT 22.03. Тут список устройств, на которых тестировалась работа данного пакета. Если вашего устройства в списке нет, это не значит, что работать у вас что-то не будет. Открываем терминал. Вводим IP-адрес роутера. Здесь пишем root и вводим пароль. Жмем Connect. Мы подключились по SSH к роутеру. Теперь копируем данную строку, вставляем в терминал. Жмем Enter. Выбираем нужный пункт для установки. В моем случае я выбираю пункт 2. Установка началась. Ждем завершения установки. Все готово. Теперь вернем обратно хостнейм. Автор скрипта изменил его на свое имя, но мне больше нравится дефолтный. Как видим, наш хостнейм успешно восстановлен. Перезагружаем устройство. Подключаемся к роутеру заново. Вводим логин и пароль. В админке появилась новая вкладка «Сервисы». Переходим в Passwall. Я захожу в 3x UI панель. Добавим подключение. Здесь пишем имя. Протокол VLS, порт 443.
безопасность Reality, UTLS ставим Chrome, получаем новый сертификат. В поле Flow выбираем XTLS без UDP. Тут можно написать имя пользователя, это ни на что не влияет. Нажимаем «Создать», копируем данные подключения, переходим в роутер, открываем ноды лист, добавляем подключение, нажимаем «Сохранить и применить», переходим в основные настройки, откроем спид-тест. Сейчас проверим скорость соединения напрямую, без прокси. Переходим в роутер. В поле нод выбираем подключение, которое мы добавили. Делаем основным. Нажимаем «Сохранить и применить». Вот видно, что подключение заработало. Проверяем IP-адрес. Мы имеем тот же IP, что и наша панель TLX-UI, значит все работает. Проверим скорость через наше подключение. Скорость практически такая же, как и без него. Но тут стоит понимать, что у меня широкий канал на сервере, пропускная способность выше, чем у моего провайдера интернета. В поле нод выбираем X-Ray Shunt для гибкой маршрутизации. Переходим в менеджер правил. Здесь хранятся правила как раз для X-Ray Shunt. Я удалю те, что мне сейчас не нужны. Сохранить и применить. Опять выбираем X-Ray Shunt. Принцип очень прост. Есть правила, которые я оставил. Direct, Proxy, Quick, UDP. Также тут мы выбираем, как направлять трафик. Direct Connection, очевидно, это соединяться напрямую в обход прокси. Default — это трафик, который не подходит ни под одно другое правило, будет обрабатываться по дефолту. По дефолту сейчас тоже прямое соединение в обход прокси. Black Hole — трафик блокируется и никак не обрабатывается, используется для отсеивания нежелательного трафика. Close — соединение закрывается немедленно, без обработки запроса. В режиме Close запросы закрываются сразу, а в Black Hole они просто игнорируются. Поехали дальше. Сделаем немного по-другому. Для правила Direct и по дефолту будет прямое подключение, а через наше подключение VLS сделаем все остальное. Правила Proxy, Quick, UDP. Сохраняем и применяем. Переходим к правилам. Редактируем правила Proxy. Сюда мы можем писать адреса, для которых применяется это правило. В данном случае тут указано, чтобы это правило не действовало на Geo CN, то есть China, а здесь указываются IP-адреса, для которых применяется данное правило. Сейчас я продемонстрирую работу данного правила. Так, сначала сохраним. Для правила Direct прямое подключение. Для правила Proxy подключение через VLS. Для Quick и UDP точно так же через VLS. По дефолту прямое подключение, то есть если наш IP-адрес или адрес не указан ни в одном правиле, то для него будет применяться правило Default. Откроем данный сайт.
Сейчас он определяет мой IP как российский. Копирую вот этот адрес. Перехожу к правилу прокси. Вставляю этот адрес. Сохранить и применить. Теперь это правило должно работать для данного адреса. Ждем, когда перезапустится X-Ray. Переходим по данному адресу. Мы добавили его в правило прокси. И видим IP-адрес нашего сервера, значит трафик идет через VLS. Вновь переходим в правило прокси. Добавляем этот адрес. Сохранить и применить. Переходим по данному адресу и смотрим на наш IP. Видим, флажок изменился и IP-адрес. Повторяю еще раз. Переходим в правило прокси, трафик которого идет через VLS подключения. Мы сюда добавили два адреса, поэтому трафик до данных сайтов идет через VLS. Переходим в базовые настройки. Переходим в настройки правил. Заходим в правила Direct. Все, что тут есть, я удаляю. Добавляю сюда Mail.ru, Сбербанк, Яндекс и ВК. Сохраняем. Очень важное замечание. Passwall обрабатывает правила сверху вниз или в порядке убывания приоритета, то есть правило с более высоким приоритетом выполняется раньше. Если трафик соответствует этому правилу, последующие правила для этого же трафика игнорируются. Для правила Direct выбрано прямое подключение, то есть трафик с сайтом, который мы сейчас добавили, будет идти напрямую, а все остальное будет идти через VLS. Теперь проверяем. Данная платформа отлично работает, естественно, через VLS. Mail.ru работает, мы добавили его в правила для прямого подключения. Не обращаем внимания, что соединение не защищено. Видимо, Google не уважает сертификат Сбера. Сбербанк аналогично работает. Ну и ВК работает тоже без проблем напрямую. Если точечный роутинг вам не нужен, а вы просто хотите, чтобы трафик всех устройств, подключенных к роутеру, шел через VLS, то здесь выбираем просто наше подключение VLS и все. Хочу заметить, что в случае падения подключения или, например, после перезагрузки роутера, но до того, как роутер подключится к VLS, ваш трафик может утекать в обход подключения VLS. То есть он будет идти некоторое время напрямую в интернет. Если для вас это критично, необходимо настраивать механизм Kill Switch посредством фаервола. Теперь ваш роутер готов для работы с VLS. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу. Всем пока!